Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Друзья, вы очень удачно зашли. Сегодня я решила поделиться своим опытом по очистке каштанов от кожуры. В одном из недавних видео, где я делилась рецептом плова с жаркое, гурма-плов по-нашему, я упоминала о том, что как-нибудь поделюсь рецептом о том, как без хлопот очистить каштаны от кожуры. И вот на прошлой неделе я получила комментарий от одной из постоянных зрительниц моего канала, от Афсана Ханум, с упоминанием на мое обещание. Во-первых, благодарю вас, Оксана Ханум, за внимание к моему каналу. И во-вторых, с удовольствием выполняю свое обещание для вас и для всех зрителей. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово этим предельно простым методом очистки каштанов от кожуры вместе. Итак, каштаны предварительно хорошенько мою, так как кожура каштана должна быть предельно чистой, иначе при нарезке грязь может попасть вовнутрь каштана. При необходимости надо оставить их в воде хотя бы на 10-15 минут. Идем дальше. В глубокую посуду наливаю воду. Желательно, чтобы вода была питьевая. Разбавляю в ней соль и пока этот раствор оставляю в сторонке. Чистые каштаны с продолговатой стороны надрезаю, не доходя до мякоти. Для этого обязательно надо использовать острый нож, иначе замучаетесь. Чтобы обезопасить себя от порезов, я обычно использую самозатачивающийся нож. Из-за его ребристой лезвия вероятность получить травму, вероятность порезаться уменьшается, а работа идет достаточно быстро и весело. Проткнув нож в кожуру каштана в области головки, где ее кожура относительно рыхлая, кручу каштан с продолговатой стороны по лезвию ножа, благодаря чему кожура слегка надрезается, а вот плоскую сторону трогать не надо. Надрезанные каштаны закидываю в соленый раствор примерно на час, а солевой раствор должен полностью покрыть все каштаны. Друзья, очищенные каштаны я в основном применяю в плове, в ливенге, а это фаршированные птицы или рыба, а также в постной долме, то есть в фаршированных овощах. Но при этом часть каштанов мы едим сразу в горячем или в теплом виде. Ведь каштаны не просто вкусное лакомство, это очень полезный продукт. Через час откидываю каштаны в дуршлаг и тут же еще мокрые каштаны раскладываю на противень плоской стороной вниз и с надрезанной стороной кверху. А чтобы после всего долго не возиться мытьем посуды, обычно застилаю противень пергаментной бумагой. Вы же действуйте уже на свое усмотрение. Противень с каштанами отправляю в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 10-12 минут. Я сушу каштаны в режиме вверх-вниз без конвекции. Вы же ориентируйтесь на свою духовку. Достаю каштаны с духовки, слегка даю остыть, чтобы удобно было работать и чтобы горячие каштаны не крошились. И вуаля, друзья! Легким движением руки еще в теплом виде достаю каштаны с кожуры. Друзья, если вам интересно очистить каштаны в домашних условиях, а не покупать их в разы дороже, попробуйте очистить каштаны вот таким вот простым и практичным методом. Это не трудно и не займет у вас много времени. К тому же каштаны так хорошо раскрываются после легкой термообработки, что отходов не бывает. Вот и сегодня из 800 грамм продукции при очистке поломались всего пару каштанов. Согласитесь, это почти ничего. К тому же они просто поломались, они накрошились, и то по моей неосторожности. Я благодарю всех за просмотр. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии. Мне очень приятно их читать. Гостей приглашаю подписаться на мой канал. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас на своем канале. Ведь я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!